Ваше Высокопреосвященство, Пресвященство, Ваше Высокопреподобие, Отец-Настоятель, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с этим замечательным событием, освящением храма, нового храма в Первопрестольном Граде. Я уже об этом говорил и сейчас скажу, еще много раз буду говорить, что в то время, когда христианские храмы в просвещенной Европе закрываются, в России храмы строятся. А вот что это означает? Ведь в этом явлении нужно разобраться. Мы что, самые отсталые, самые такие, что называется, необразованные? Да совсем нет. Вторая по силе сверхдержава, достигшая огромных достижений в науке, технике, в освоении космического пространства, высоких технологий. Уж что-что, но невозможно современную Россию назвать темной и неумытой, как это брезгливо называли либералы XIX века. Да, действительно, современная страна. Единственная современная страна, высокотехнологичная, с развитой наукой, образованием, культурой, которая во множестве строит храмы. Вы думаете, это всем нравится? Совсем нет. Потому что в других странах храмы закрываются, и не потому, что там власть требует закрыть. Народ не ходит. Вера исчезает. А что такое вера, если о ней сказать в таких социальных категориях, понятных даже людям не воцерковленным? Вера – это требование высокой нравственности. Это требование к человеку отказаться от своего собственного эгоизма, чтобы в том числе отдавать самого себя и свои ресурсы, свое время другим людям. Вера – это цементирующая общество сила, обеспечивающая подлинную, а не искусственную солидарность. То есть любая страна, любое ведь государство в этом заинтересовано. И церковь служит этому. А почему же в других странах этого нет? А потому что другая идеология, когда там говорят, что у нас нет идеологии, это ложь. Другая идеология, которая исключает веры из Бога как одной из наиболее важных измерений человеческой жизни. Ну а если нету Бога, как сказал классик, все дозволено. А какие такие сдерживающие факторы, останавливающие человека от грехов? Только сила закона и боязнь наказания. Вот то, что мы являемся верующей страной, с большинством благочестивого народа. Ведь это в конце концов фактор, во многом определяющий силу современной России. Духовную силу, силу солидарности людей и способности вместе трудиться во благо Отечества, а если нужно, и защищать Отечество. Ну, а не потому ли на русскую церковь, ну, позвольте сказать, и в первую очередь на патриарха, такие нынче нападки? Очень сильные. Запрещают выезжать на территории Европы патриарху. Персона нон-грата. Почему? Ну, почему? Патриарх что-то законы нарушал, кого-то обижал, сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, с общественными организациями, все было хорошо. Почему? Да потому что сегодня патриарх духовно возглавляет народ, церковь возглавляет, которая идет по иному цивилизационному пути развития. Мы своим развитием, своей системой ценностей бросаем вызов другим и говорим: вы на неправильном пути, у вас ничего не получится. Мы ведь пытались сделать это в начале советского периода, ничего не получилось, и у вас не получится. Так может быть потому, что мы представляем сильную альтернативу и запрещают патриарха ездить за границу теперь? Как будто могут этим напугать. Патриарх относится к числу очень немногих людей, которые за свою жизнь посетили более 120 стран на всех континентах.
в разные исторические эпохи. Все видел, слышал, имею опыт, вполне достаточный, чтобы с этим опытом прожить остаток своей жизни. Ну вот, что говорить о нашей с вами жизни? Ведь она становится лучше, это никакая не пропаганда, это всем очевидно. Замечательно строятся города, устрояется жизнь в провинции, в деревнях, строятся дороги, развивается транспорт, наука, культура, искусство. Сегодня действительно наша страна на подъеме. Это та страна, в которой не притесняется вера. Та страна, в которой президент является православным верующим человеком, не стесняющим своей принадлежности к церкви. Это та страна, которая пытается, и не просто пытается, осуществляет желание соединять духовное с материальным, веру с научно-техническим прогрессом. Наши с вами национальные исторические традиции с современным развивающимся обществом. Ну вот, может быть, потому и не любят нас, потому что мы очень сильный, альтернативный пример того, как может развиваться современное общество. Но если так, то, наверное, и удары нужно ожидать. Ожидать их особенно не приходится, они наносятся. Но никакие удары нас не свернут с этого пути. Я уверен, ни страну, ни церковь, ни народ наш. Потому что мы любим свое Отечество. Мы прошли очень трудным путем в веке 20, чтобы действительно построить ту страну и то государство, которое сегодня, как я уже говорю, соединяет и высокие технологии, и науку, и сильную веру. Вот дай Бог, мои дорогие, чтобы так и было дальше, чтобы никакие враги и супостаты не помешали этому нашему замечательному историческому развитию, чтобы действительно вера и труд, и науки, и образование соединялись воедино, образуя огромную духовно-нравственную, культурную, научную, производственную, техническую и военную силу. Вот уже это мы имеем. И дай Бог, чтобы и дальше так развивалась наша страна. И да помогает нам во всем этом Господь. Но вот сегодня особенно радуюсь, освящаю еще один новый храм. Еще раз хочу сказать, в тех странах, которые предлагают нам с них брать пример, храмы закрываются, а у нас строятся. Значит, мы на самом правильном пути. И да поможет всем нам Господь с этого пути не сходить. Всех вас сердечно поздравляю с праздником!